Тема разблокировки региональных коммуникаций приобретает все большую значимость на Южном Кавказе. Азербайджан стремится продвигать свои интересы в этом вопросе, и для этого ему важно выстроить управляемые, конструктивные отношения с Ираном. Баку предпринимает шаги по нормализации диалога с Тегераном, стремясь достичь целей, связанных с Арменией. В последние недели Азербайджан использует тактику контролируемого напряжения, демонстрируя способность вести одновременно политическое и информационное противостояние сразу с несколькими сторонами – Арменией, Россией, Францией, Ираном. Эти действия направлены не только на страны региона, но и на новую администрацию США. В этом контексте стоит рассматривать визит в Иран помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Баку не отказался от идеи так называемого Зангезурского коридора. Недавние заявления президента Азербайджана указывают на то, что вопрос продолжает рассматриваться в логике коридорного подхода, причем с ожиданием уступок со стороны Армении. Азербайджанская стратегия строится на двух параллельных линиях. Угрозы в случае отказа Еревана выполнить требования и давление через альтернативные маршруты, используя иранскую инфраструктуру. Однако без нормализации отношений с Ираном реализация этой стратегии осложняется. Тегеран, как один из ключевых игроков, выступает против силового решения и может предложить Баку альтернативные схемы. В этом свете Азербайджану важно снизить напряженность в отношениях с Ираном, чтобы повысить эффективность своего давления на Армению. Именно поэтому в Тегеран отправились не только Гаджиев, но и секретарь Совета безопасности Азербайджана. В ходе встреч с министром иностранных дел и президентом Ирана Баку пытался смягчить противоречия в двусторонних отношениях. Хотя Тегеран не поддерживает планы Азербайджана, его возможности в текущих реалиях ограничены. В условиях глобальной нестабильности Иран стремится контролировать ситуацию в соседних регионах, избегая военной эскалации и внешнего вмешательства. Это делает поддержание рабочих отношений с Азербайджаном для него необходимым шагом, поскольку Баку проводит агрессивную политику, способную спровоцировать нежелательные для Ирана последствия. Тем не менее, несмотря на усилия Азербайджана убедить Тегеран проявить благосклонность к Зангезурскому коридору в обмен на политические дивиденды, иранская позиция остается неизменной. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Гаджиевым подтвердил, что красные линии Тегерана остаются неприкосновенными. Принципиальное значение имеют территориальная целостность и суверенитет стран региона. Добавлю, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне на деловой встрече с американскими конгрессменами, отметил важность подписания документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США, подчеркнув приверженность правительства Республики Армения углублению и расширению сотрудничества с США во всех сферах. Он подчеркнул продолжительную поддержку США в повышении эффективности системы государственного управления Армении, укреплении демократических институтов и реализации реформ. Участники встречи подчеркнули необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе, а также реализации инициативы правительства Республики Армения «Перекресток мира». Премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность правительства Армении повестке мира и подчеркнул важность роли США в укреплении стабильности на Южном Кавказе. Сенатор Уикер и конгрессмены подтвердили свою поддержку развитию отношений между Арменией и США и подчеркнули важность углубления сотрудничества в предусмотренных документом о стратегическом партнерстве областях. Они также отметили необходимость активного диалога с новой администрацией США для дальнейшего продвижения двусторонней повестки. В ходе встречи были затронуты ход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, возможности разблокирования региональных коммуникаций, а также перспективы развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Отметим, что подписанный между Арменией и США документ о стратегическом партнерстве представляет институциональный механизм, который не зависит от правящей в Вашингтоне политической команды или иных политических факторов в Соединенных Штатах. Армено-американский стратегический документ, подписанный 14 января 2025 года в Вашингтоне, имеет как важное политическое, так и практическое значение. Формат двустороннего стратегического диалога был создан еще при предыдущей администрации президента Дональда Трампа.
Вывод отношений между Ереваном и Вашингтоном на новый уровень позволит начать сотрудничество с нынешней администрацией США в более благоприятных и перспективных условиях. Также затронуты вопросы текущей геополитической ситуации вокруг Армении, отношений с Европейским Союзом и Россией, а также переговорного процесса между Ереваном и Баку по урегулированию двусторонних отношений. Недавние события в Сирии серьезно укрепили позиции Турции. Анкара взяла на себя значительную роль в процессе передачи власти и вложила в это немало ресурсов. Однако на Южном Кавказе Турция не стремится к такому же уровню вовлеченности. На Ближнем Востоке сейчас происходят геополитические изменения, и США постепенно сокращают свое присутствие в регионе. Это создает вакуум, который Турция пытается заполнить, получая поддержку со стороны Вашингтона. Именно поэтому Турция сосредоточена на Ближнем Востоке, а не на Кавказе. В нашем регионе Анкару в первую очередь интересует сохранение нынешнего статуса кво. Турция хочет закрепить свою роль и влияние через армяно-азербайджанское соглашение, обеспечивая преимущество для Азербайджана. Новая война здесь Турции сейчас невыгодна. Слишком много факторов против этого. Возникает вопрос: если Турция не заинтересована в эскалации, почему она не сдерживает агрессивную риторику Баку? Здесь проявляется разница в подходах. Анкара смотрит на ситуацию с геополитической точки зрения, выстраивая долгосрочные планы, тогда как Баку преследует более узкие цели – добиться максимальных уступок от Армении. Для этого он использует воинственную риторику, но это еще не означает реальной готовности к войне. Стоит учитывать и фактор России. Сейчас Москва сосредоточена на конфликте с Украиной, поэтому не заинтересована в новом очаге напряженности на Южном Кавказе. Иран также не стремится к дестабилизации ситуации в регионе. Интересно, что исторически эти три страны – Россия, Иран и Турция – всегда соперничали за влияние на Кавказе, но сейчас их интересы временно совпадают. Никто не хочет резкого ухудшения обстановки. Получается, что Турция довольна своей позицией на Южном Кавказе, но в долгосрочной перспективе может попытаться укрепить свое влияние. Однако прямо сейчас ее главные цели лежат в другом направлении, и именно это определяет ее стратегию в нашем регионе. И в конце очень важное заявление из уст посла Ирана в Армении. Армения и Иран работают над документом о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Сабхани на пресс-конференции в посольстве страны в Ереване. Мы работаем с Арменией над расширенным всеобъемлющим стратегическим документом, который будет подписан лидерами обеих стран. Этот документ будет всеобъемлющим и долгосрочным. В него могут быть включены долгосрочные проекты, отметил он. По словам главы иранской дипмиссии, научно-культурные проекты Армении и Ирана являются нерушимой частью отношений двух стран. У нас множество совместных проектов, и мы считаем их капиталом в наших отношениях. В прошлом году между нашими странами был подписан меморандум о сотрудничестве в научно-образовательной и культурной областях и созданы соответствующие условия для развития культурных отношений, сказал дипломат. От себя добавлю, что я сам не ожидал, что после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между США и Арменией в Вашингтоне мы услышим такую новость из уст иранского посла в Армении о том, что будет подписан аналогичный документ между Ираном и Арменией. Таким образом, можно понять, что США не против стратегических отношений между Арменией и Ираном, особенно учитывая, что всего месяц назад США и Армения подписали аналогичный документ. Из этого следует, что Армения рассматривается не как плацдарм против Ирана, вопреки заявлениям некоторых недоброжелателей, а совсем наоборот. Скорее всего, Армения станет тем мостом, который будет способствовать разрядке напряженности в отношениях между Ираном и США. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.